С момента релиза CS2 прошло уже 4 месяца, и, к сожалению, самые жирные утечки по будущим обновлениям для игры мы получили лишь в ограниченном бета-тесте. Да, многие из них, разумеется, уже нашли и показали, но также есть то, о чем и не рассказывалось. Ведь в релизное обновление разработчики вырезали из игры порядка плюс-минус 500 анимаций для персонажей, которые дают нам не менее интересные намеки на будущий контент или то, как игра должна была выглядеть на релизе. Так что, ребята, приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Не знаешь, где лучше всего испытать удачу и выбить классный скин? То добро пожаловать на Hell Store, где ты будешь сражаться против реальных игроков. И на выбор у тебя несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коин-флип, где ты 1-1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, новиночка Краш, в котором делаешь ставку. Если твоя линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если же тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Для более полного повествования начать я хочу, пожалуй, с напоминания одной интересной ситуации, когда разработчики на официальном сайте CS2 поменяли свой текст после релиза игры, в котором за день говорилось, что это еще не все, впереди еще многое другое и нам не терпится поделиться этим с вами. Ну а уже после релиза эта надпись сменилась на Counter-Strike 2 уже здесь, сообщество нам помогало, бла-бла-бла, присоединяйтесь к нам. Ну и как вы видите, за 4 месяца это еще не все, так нам и не показали. А выглядит все пока что так, словно разработчики положили огромный жилистый пенсил на игроков. Но сами понимаете, свечку я не держал и не могу знать, что внутри этой веселой кампании происходит. Однако, как говорил ранее, с релизом игры вырезали порядка 500 анимаций для персонажей. Какие-то из них удалялись и появлялись вновь, поэтому цифра имеет небольшую погрешность. Разумеется, при просмотре я поделил их на категории и выделил самые интересные. И первое, с чего мы начнем, это дополнительные анимации игрока, которые могли бы кардинально поменять восприятие игры. А это различные подергивания и переходы от одного положения игрока к другому. И таких в игре было очень много. Чтобы вы более точно понимали, о чем идет речь, давайте возьмем игрока, который ничего не делает в игре. Его моделька стоит почти неподвижно, и все, что она делает, это дышит. Но если бы были задействованы вырезанные анимации, они бы насыщали поведение персонажа человеческим фактором. И время от времени персонаж начинал бы нервно перебирать ногами или подергиваться, что делало бы его более живым. И таких вот дополнительных анимаций по 2 на каждый тип оружия в игре. Помимо них, в игре еще присутствовала полноценная анимация выхода с лестницы в стоящем состоянии и в приседе, в отличие от того, что мы имеем сейчас, когда персонаж тупо переходит из одного состояния в другое. И чтобы вы понимали, таких вот анимаций, отвечающих за разные мелочи, достаточно много, включая альтернативное передвижение ножом в руках, разновидности броска предметов, усиленная анимация еще более дальнего броска гранаты и более сглаженные повороты персонажа. В ту же категорию попадает ряд анимаций полноценного плавания, о которой как раз таки вы уже слышали. Ну и самое главное, что отвечало бы частично за геймплей, это адаптивные анимации попадания в персонажа в движение. Чтобы вы понимали, сейчас используется нейтральная анимация попадания в игрока, но при использовании вырезанных, при движении, к примеру, моделька от попадания могла бы нагибаться или сдвигаться в сторону сильнее, от чего игрок мог бы спалить свое положение для врага, который изначально его не видел по разным причинам, будь то столб, дверь и прочая шелуха. И весь этот ряд анимаций действительно бы придавал игре немного иной вид, что при сравнении с CSGO разница была бы ощутима и в этом, а не только в графике. К сожалению, непонятно, готовили они это к релизу или собирались использовать еще в бете, остается загадкой. Возможно, в будущем мы можем получить эти дополнительные анимации, как только игру более-менее
более-менее починят. А возможно и вовсе из-за спешки они отказались от этого. Выбирайте вариант, который вам нравится больше. Ну а теперь немного о тестовой категории анимаций. Разработчики, по всей видимости, пытались сделать анимацию осмотра оружия от третьего лица. В бета-версии присутствовала анимация быстрого разворота на 180 градусов. С этим, конечно, немного спорно. Она могла служить как для теста скорости разворота персонажа, или же изначально планировалась как функция. И как бы спорно вы не относились к возможности резко развернуться, допустим, с джойстика этот мув спасал бы положение в некоторых моментах. Еще в этом списке есть также и спорные анимации, такие как насмешки, о которых вы уже слышали. Дело в том, что в бете было два типа. Они имеют приписку «конец раунда», а другие просто «таунт». И как бы мы ни пытались понять, как и где бы воспроизводились данные анимации, можно было бы сослаться на то, что они хранились в файле, который отвечает за геймплей, а не меню. Но проблема в том, что в бета-версии многие анимации были там, где их не должно быть. Ну а для понимания, в игре присутствует 3 файла анимации персонажей. Один отвечает за всю анимацию, воспроизводимую персонажем в меню игры. Туда входят и те, что мы видим в начале раунда, и те, что в конце. И 2 файла, отвечающих за геймплей террористов и контртеррористов. Так вот, в бета-версии некоторые тестовые анимации, отвечающие за снаряжение, которое воспроизводится в меню, были в геймплейном файле, что ставит под сомнение многие догадки и предположения. И, кстати, о вырезанных анимациях снаряжения. Их немалое количество, но некоторые выглядят достаточно прикольно, с выпрыгиванием персонажа и с репозицией. И либо их использовали для теста, как это часто и бывает, или же наоборот, их могло быть гораздо больше в игре до бета-версии, потому что обычно разработчики создают анимации с большим запасом для выборки. Ну а все остальное, что вырезали, это либо старые анимации из CSGO, или же прямые тесты того, что мы сейчас имеем в игре. И чуть не забыл, конечно же, еще анимации для кооператива. По крайней мере, они так выглядят. Я о них уже рассказывал, но не показывал в действии. Выглядит это как минимум интересно. Но более интересно то, что еще и осталось в игре. А это, к примеру, анимация адреналина, которая почему-то не воспроизводится при использовании его. Также анимация с заложниками, о которых вы тоже уже знаете. Ну и, конечно же, интересная анимация конца раунда, которая никакому агенту операции не принадлежит. И как вы видите, персонаж подбрасывает обойму и делает кувырок, ловя ее пистолетом. И вы только представьте, весь этот багаж лежит у разработчиков. Возможно, они уже подготовили кучу заготовок к интересным ивентам и режимам. Но, увы, для нас сейчас все это остается тайной, так как, напоминаю, прошло 4 месяца тотального ничего, а слоган, который намекал о куче контента, испарился у них на сайте. Вот такие дела, ребята. И, разумеется, мне интересно почитать ваше мнение по поводу всего продемонстрированного. Обязательно пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!